Сегодня настал тот день, когда мы должны переехать. Избавляемся от корейского стиля. Ребята, всем привет! Сегодня настал тот день, когда мы должны переехать. Что такое переезд? Это просто Армагеддон. Сначала я все складывала по коробочкам, подписывала, а в окончательном результате получилось все вот так. Поэтому, к сожалению, наверное, этого не избежать. Сейчас 2 часа ночи. Утром приедет машина грузить все. А у нас, можно сказать, вон еще мусор надо выбросить. Ну, в общем, бардачина. Так как корейцы очень много работают и у них очень мало времени, в Корее есть специальные службы, которые могут собрать вам все полностью ваши вещи. Мы тоже могли бы заказать такую службу и сэкономить кучу времени, но я просто не представляю себе, как кто-то будет ковыряться в моих вещах и в нашем белье. Поэтому мы делаем все своими ручками. Я не знаю, возможно, одна я такой плюшкин, мне очень жаль расставаться с пакетиками для пакетиков. Здесь очень красивые пакетики собраны, поэтому решили их забрать. Как вы? Я. Для того, чтобы перевести всю мебель, мы заказали специальную службу, которая приехала с вот такой вот машиной-подъемником. Это очень частое явление в Корее. Здесь не носят мебель по ступенькам на этажи, а поднимают именно вот таким способом. Именно для того, чтобы удобно заносить мебель в квартиры, почти во всех квартирах Кореи вот такие вот съемные окна. Избавляемся от корейского стиля, заклеивать окна, чтобы никто ничего не видел. Завтра постараюсь цветы укутать в какой-то пакет, не знаю во что-то, потому что перец хотелось бы, конечно, хотя бы этот довести. Этот фикусу, мне кажется, ничего не страшно. А вот перец, конечно, очень такой нежный оказался. Сегодня мы уже часть вещей перевезли. Муж поехал на работу, а я останусь немножко здесь, наведу порядок, кое-что помою кухню. И завтра у нас будет уже полный переезд со всеми остальными вещами и мебелью. Вот, мы хотим здесь все переделать обои, перекрасить стены, вернее, переклеить обои на стенах. Вот, в общем, все переделать и сделать все под себя и красиво. Забрала 2 цветка из дома, авокадо. Вот такой у нас уже большой, он доехал. А перец, к сожалению, я поставила в багажник, и, скорее всего, он замерз. Очень жаль, это был самый красивый перец. Вот. Оставили, конечно, нам очень большой срач. Выход на балкон. Здесь у нас будет стиральная машинка стоять. А вот здесь вот у нас будет гардеробная. Эти шторы мы уберем, это все переделаем. А вот здесь мы, к сожалению, нашли плесень. Но я думаю, что здесь было все заклеено, все окна были заклеены вот этими пузырчатыми пленками. Мы все подклеивали. И вот такой у нас вид из окна. А здесь у нас сразу с гардеробной будет выход к стиральной машинке. Наконец-то у меня будет свой, как сейчас модно называть, кабинет. Кухня мне нравится. Сегодня мне привезут стиральную машинку. Не буду задерживаться, буду переодеваться и
начинать что-то делать полезное. И ждать обед. Мне муж уже заказал суши, потому что я сегодня готовить не буду, поэтому буду есть сушки. Я бы не сказала, конечно, что у нас новая квартира, но для нас она новая. Мы ее хотим сделать под себя. Район здесь у нас хороший, лес. А Сеул, большая квартира для Сеула, это очень-таки огромная площадь. Вот, на целых 10 квадратов больше, чем была наша предыдущая квартира. Но предыдущая была у нас 45 километров от Сеула, а это у нас уже Сеул. Вот эта комната будет наша спальня. Я вымыла здесь окно. И видите, какие затертые обои. Мы хотим это все поменять. Там у нас идет ремонт, а здесь прорабы кушают. Нам, кстати, привезли новый холодильник сегодня. Приехал авокадо на новую квартиру. Авокадо нормально себя чувствует, а вот перец не пережил переезд. Ехал в багажнике и, к сожалению, примерз. Причем это был самый лучший перчик, который я хотела сегодня забрать. Ну ладно, не будем о плохом. Наконец-то у меня есть полочка, где у каждого сервиза, у каждой посуды есть свое место. И все не будет лежать скопом. Здесь в квартире есть кран для газа, но мы купили индукционную плиту, у нас будет индукционная. Я вымыла все шкафчики. И теперь у нас осталось, конечно, здесь навести порядок. В следующем видео вы увидите, как же мы переделали свою квартиру и что у нас получилось. Поэтому подписывайтесь и не забывайте ставить лайк.